Всем привет, это лиса Василиса, и она поможет мне рассказать, чем дикие лисы отличаются от домашних лисиц. Ну, начнем с того, что дикие лисы рождаются в естественных условиях. Да, говорят, что их можно приручить, если взять маленького лисенка, он будет хороший, но я что-то против такого способа воспитания, потому что это помогает развитию браконьерства. И все-таки дикий зверь должен жить в естественных условиях. Что касается домашних лисиц, то в нашей стране существует уникальный эксперимент, который проводился в Новосибирске под руководством академика Дмитрия Константиновича Беляева. Эксперимент по удомашниванию лисиц. В качестве подопытных животных на обычных зверофермах, на которых родились наши лисы, Василиса, Альф и Фокси, были отобраны дружелюбные щенки. И почему, кстати, лисы? Потому что они, пожалуй, наиболее ярко проявляют по отношению к человеку признаки дружелюбия. То есть просто виляют хвостами, улыбаются, учащается дыхание. Вы видели наше видео, как лиса радуется человеку. И была еще контрольная группа агрессивных лисиц. Я таких видела на звероферме, где родилась Василиса. Знаете, это похоже на сторожевую собаку, которая лает, бросается на человека, в сторону человека. И выглядит очень агрессивно. Для чего проводился этот эксперимент? Чтобы воссоздать процесс одомашнивания животных, понять, как много времени это занимало, как появились породы. Выяснилось, что для одомашнивания животных совсем не обязательно 10-100 тысяч лет. Если отбирать животных по поведению, по отношению к человеку, то они достаточно быстро становятся одомашненными, ручными. И второй момент. Настюша. Так, продолжение следует. Это тот момент, когда понимаешь, что лису садить на длительное время не получится, потому что это довольно подвижное животное, приходится прибегать к лакомствам. Итак, второй момент – это то, что в процессе одомашнивания у животных появляются мутации. И если бы ученые из Новосибирска продолжали отбор по мутациям, то у лисиц получились бы породы, например, вислоухие лисички. Наши лисы не из эксперимента Беляева, это не новосибирские лисы, они родились на обычной звероферме, где животных отбирают по качеству меха. Поэтому с характером у них бывают проблемы. В частности, Василиса у нас из-под агрессивной лисы, и она может кусаться. Да, только не надо демонстрировать. В отличие от дружелюбного альфика, к которому я сейчас пойду, и вы увидите, заметите разницу. Но самое главное, что я хотела до вас донести, эти лисы не прирученные, они изначально рождаются с таким характером и таким отношением к человеку. Их нельзя считать домашними, потому что любое животное, маленькое, котенка, щенка, именно вы объясняете ему правила жизни в доме, то есть показываете, как жить, что можно делать, куда ходить в туалет и все такое прочее. Вот тогда животное считается домашним. А это всего лишь лиса, которая не боится человека, но очень хочет убежать. Давай, давай, свободно. Это наш Альфик. Ребята, он с детства дружелюбный лисенок, то есть я уже говорила вам, что такие есть на звероферме, он такой родился.
Не все лисы там такие. Ну и как дружелюбный он имеет. Тоже имеет мутацию. Его лапки искривляются, как у собак породы такса или бассет хаунд. Из-за чего, ну для лисы это ненормально, из-за чего его пришлось прооперировать. У него есть проблемы с позвоночником. Да, хороший мой мальчик. И с задними лапками, со связками. На тебе, львенка, у тебя будет настоящий прайд. Вот такой он, такой, не похож на лису. И, кстати, когда говорят пустить его в лес, это смешно, потому что, ну, альф, по сути, лиса уникальной породы. Огневка вятская, это порода, единственный в мире эксперимент по скрещиванию клеточной черно-серебристой лисы и дикой нашей лисы с Камчатки. Дикие лисы долгое время не хотели размножаться в неволе, и только через 50 лет путем там искусственного оплодотворения получилась вот такая порода. Очень сильно хотели экспортировать этот мех. Да, за деньги, потому что международные аукционы меховые проводятся в валюте. Такие, ну как сейчас нефтедоллары, это были меходоллары. Снова хорошие. Это был лис Альф. Я не буду его беспокоить. На тебе, львенка. Скажи всем привет. Это самый милый и ласковый в мире лисенок, мне кажется. Дима, хорошо. Дима, хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я тебя обещаю, его ласковый.